Доброго времени суток! Приветствую вас на канале Nob.info. В этом видео я расскажу вам, как сбросить пароль локальной учетной записи Windows. Раз вы находитесь на этом канале, значит у вас возникли проблемы с входом в вашу учетную запись. И как это сделать без посторонней помощи самому, я сейчас вам расскажу. Можете выполнять все это за мной по порядку, и вы сбросите пароль своей учетной записи и получите доступ к своим данным. Итак, что нам для этого потребуется? Для этого нам потребуется другой компьютер с учетной записью администратора. Я обращаю ваше внимание, то, что вы должны будете зайти на этот компьютер, имея учетную запись администратора, чтобы установить нужную вам утилиту. Второе, USB флеш накопитель. Желательно объем 2 гигабайта и выше. Если нет, пойдет и гигабайт. И, собственно, ваше желание. Ссылки на скачиваемые программы и на наш сайт я оставлю в описании. Итак, что мы делаем? Переходим на наш сайт. Смотрим эту статью. И здесь уже подготовлены ссылочки для скачивания нужных программ. Первое, что это DISM++. Это нишевая утилита, фактически графическая оболочка утилиты командной строки. Нажимаем «Скачать». Нас перебрасывает на страницу скачивания сайта разработчика. Нажимаем «Загрузить DISM++». У меня спрашивают, куда сохранить. Я, чтобы сильно не увеличивать объем, сразу здесь же убираю длинное название. И она у меня загрузится просто. DISM++. Утилита коротенькая, все, она уже загрузилась. Второе, нам понадобится любой Live USB диск. Если у вас нету такого, то мы сейчас приготовим его на нашем флеш-накопителе. Флеш-накопитель нужно будет сначала скопировать все данные с него, чтобы не потерять, что у вас было. Можно будет еще и отформатировать. Воспользуемся утилитой LaserSoft. В принципе, можно использовать любой USB Live CD, любой Live CD, любой USB Live. Можно образ, если есть Zalman, на котором монтируются образы, и можно с него загрузиться. Что угодно. Но мы подготовим с вами флешку. Кстати, эта утилита и сразу сама может сбрасывать пароли. Единственное, что она сбрасывает пароли только для учетных записей, которые созданы на английском языке. Русские учетные записи, к сожалению, она не видит сама. Итак, нажимаем «Скачать». Нас спрашивает, куда ее скачать. Нажимаем «Сохранить». Пошла загрузка. Пока утилита загружается, мы подготовим наш USB-накопитель. Сразу, мне на нем хранить нечего, поэтому я просто нажимаю «Форматировать». Это не обязательно, но желательно. Выбираю FAT32 по умолчанию и нажимаю «Начать». Вот она меня предупреждает, что все данные на вашем USB-накопителе будут уничтожены. Соглашаюсь. Все, форматирование завершено. Наш USB-носитель готов к дальнейшей работе. Итак, у нас как раз скачалась утилита. Смотрим на нее в папочке. Нажимаем «Запустить». Вот поэтому я говорил, что нужна будет учетная запись с правами администратора. Она запросила пароль администратора, я ввел его, и утилита запустилась. Утилита не русскоязычная, поэтому выбираем английский, жмем ОК. Соглашаемся с лицензионным соглашением Next. И
дальше все по умолчанию. Соглашаемся, install. Началась установка программы. Программа ставится недолго. И сразу запускается утилита. Нажимаем. Здесь мы выбираем нашу операционную систему, на которой будем сбрасывать пароль. Но я знаю, что у меня операционная система Windows 10 на 64. Вот я ее выбираю. Нажимаю Next. Здесь несколько вариантов создания образа. То есть можно создать на CD-DVD, то есть записать на болвашку. Можно на USB накопитель. И создать ISO-образ, чтобы потом его кинуть на бокс Zalman, например. Смонтировать его и с него загрузиться. Ну, боксом Zalman мы пользоваться не будем. У нас есть USB флеш. Поэтому выбираем USB флеш и нажимаем Start. Началась подготовка флешки. Она предупреждает нас, что все данные на ней будут уничтожены, что будет отформатировано. Соглашаемся и ждем. Дальше хотелось немножко сказать вам от утилиты DISM++. Она используется с любым программным обеспечением, лишь бы не занято было оно. То есть можно даже в Windows тонкие настройки настраивать. Можно с любого LiveCD на основе Windows. Имеет интерфейс русского перевода. Очень удобная программа. Ну, собственно, это уже потом. А сейчас мы ждем подготовку нашего USB накопителя. Процесс не быстрый. Я выбрал большую флешку, аж 32 гигабайта. Она готовится. Немножко подождать. И, собственно, в скором времени мы получим так называемый ключ от вашего компьютера, с помощью которого мы загрузимся на вашем компьютере и сбросим пароль. Так, ну вот все, USB накопитель у нас готов. Что теперь нам нужно сделать? Мы открываем проводник, открываем наши загруженные программы. Вот у нас был загружен архив DISM++. Извлекаем его, копируем, открываем наш подготовленный USB-носитель, правой кнопочкой «Вставить», копируем его сюда. В дальнейшем вы поймете, для чего это было сделано, и все. Что нам теперь еще далее нужно будет? Нам нужно будет узнать модель нашего ноутбука или модель материнской платы системного блока, на котором мы будем сбрасывать пароль, и узнать, как на нем изменить порядок загрузки. Во многих срабатывает это по F12 или по F8 при нажатии кнопки пуска, с последующим нажатием кнопки F12 или F8. В различных моделях это разное. Ну, посмотрите в интернете вашу модель, посмотрите, как меняется через BIOS, или просто у вас уже эта кнопка задействована в BIOS. И далее будем загружаться с USB-носителя. Итак, мы подготовили загрузочную флешку. Вот у нас запустилась операционная система. Я ввожу правильный пароль. Добро пожаловать. Сейчас я выйду из этой учетной записи, введу неправильный пароль, и вы убедитесь, что ее просто-напросто не пускает. Нажимаю правой кнопочкой «Выход». Ввожу неправильный пароль. Пожалуйста. Что делаем? Выключаем. Вставляем USB накопитель Live USB, который мы приготовили.
лучше. Запускаюсь. Жму F12 сразу же после нажатия кнопки пуск. И вот у меня предлагает загрузиться с носителя. Я выбираю свой Live USB. Нажимаю Enter. И пошла загрузка. Выбираем LaserSoft Live CD. Enter. Программа загружается. Скажем так, не очень долго. Но пока ждем. Ждем загрузки. Все. Программа загрузилась. Ноутбук начал грузиться на другой операционной системе. Ждем. Выскочила командная строка. Все. В этой утилите есть возможность и так сбросить пароль. Но мы ее пока закроем или оставим. Открываем файловый менеджер. Ищем наш диск. Обычно это диск C. Ищем папку User. Здесь папки наших юзеров. Вот моя папка, под которой я заходил. На всякий случай можно сделать правой кнопочкой по ней. Копи. Ищем свободное место. Вот у нас новый том D. В принципе, есть свободное место. Вставляем пасты. Папка User начала копироваться в нужное нам место. То есть, если вдруг что-то пойдет не так, на диске D у нас все равно останется копия нашего юзера. И даже если придется переустановить систему, диск D находится на другом диске, при установке системы просто его не скидывать, и он будет это. Но чтобы не тратить время, я прекращаю это дело. Перехожу на нашу флешку. Вот она, LaserSoft E. Открываю папочку диск, которую мы кидали. Теперь 64-битная система. Файлик .exe, диск ++ на 64. Правой кнопочкой RIN. Нажимаем ОК. Принимаем лицензионное соглашение. Справа видим нашу систему, слева мы видим синенький нашу систему, с которой мы загрузились. Справа видим диск C, той системы, которой сбрасываем пароль. Нажимаем на него и нажимаем «Открыть сессию». Переходим на вкладочку «Дополнительно», «Учетные записи». Вот здесь сразу видим, у нас есть выключенная учетная запись администратор. На всякий случай ее включаем. Для чего это? Вдруг что-то пойдет не так. Или на той учетной записи, которой вы работали, нету прав администратора. Поэтому мы включили встроенную учетную запись администратора и заодно сбрасываем пароль. Выбираем нашу учетную запись админ. Тоже делаем сброс пароля. Окей, пароль сброшен. Можем закрыть это окошко и это. Выключаем компьютер. Снимаем загрузочную флешку. Запускаемся. Ждем запуска. Пошел грузиться наш boot-менеджер. Не переживайте, иногда при сбросе пароля, при загрузке с другой операционной системы, система может грузиться немножко дольше обычного. Ничего страшного, нужно просто потерпеть.
Этому есть объяснение, но чтобы не растягивать и не занимать слишком много вашего времени, это я объясню позже, если это кому-то будет интересно. Ждем. Вот уже пишет, подождите. Операционная система загрузилась. Админ, добро пожаловать. Наш пароль сброшен. Ну, эта учетная запись имела права администратора. А если бы она не имела этих прав, то у нас есть другой вариант, который мы дополнительно подготовили. Вдруг что не так, или вдруг наша учетная запись не имеет прав администратора, а нам нужно просто-напросто поставить какую-то программу. Все готово. Открываем проводник. Ну, компьютер, конечно, немножечко медленный. Или не совсем немножечко, но разные компьютеры бывают. Ждем. Пока ждем. Вот открылся проводник. Вот наши папки. Загрузки. Рабочий стол. Музыка. У меня она пустая, изображение. Документы. В принципе, все у нас на месте. Проверяем теперь на всякий случай то, что мы сделали другую учетную запись администратора. Встроенную учетную запись. Нажимаем выход. Компьютер выходит из системы. Сразу хочу вам сказать, что если вдруг вы не включали до этого учетную запись администратора, она будет запускаться долго, так же как после новой установки или переустановки операционной системы, так как она заводит папку нового пользователя. Короче говоря, включает все папки, все настройки для него в папочку апдейт и готовит рабочий стол. Ну, подождем немножко, чтобы убедиться, что действительно зашло в администратора. Да, у меня эта запись уже запускалась. Поэтому все, мы на месте. Все-таки папочки еще не все приготовила. Вот пошли запускаться фоновые программы. Откроем нашу корзину, которая пустая. Этот компьютер. Диск D. Вот папочка, которую мы перекидывали. Опа, только запустилась. Ну, в общем, все, вы получили доступ к своему компьютеру, не приглашая никого, своими силами, самостоятельно. Спасибо за внимание. Всего доброго.